Доброго времени суток, и снова с вами канал Python Hub Studio, и это четвертое завершающее видео, в котором мы с вами пишем ЦПУ монитор. У нас в принципе почти все готово, приложение работает, обновляется, все показывает, но у нас еще здесь осталось доделать еще одну маленькую штучку, то есть перевод приложения в минимальный режим работы. Итак, начнем. Чтобы это реализовать, нам понадобится следующее. У нас здесь есть комбо-бокс, в котором есть выпадающий список. Так, сейчас я его найду, где он у нас. Так, вот он, комбо-бокс, выпадающий список. И значит, нам необходимо сделать следующее. Добавить привязку события, которая будет запускать функцию при выборе этого режима минимальный. И что там необходимо будет сделать в этом функции, методе? Нам необходимо отвязать все циклы, которые обновляют наши виджеты, отвязать события и убрать, очистить окно от всех виджетов. Итак, давайте приступим. Для начала давайте запишем обработчик событий для нашего комбо-бокса. Итак, здесь под двумя этими событиями при наведении на ТК записываем. Через self вызываем имя вот этой переменной combo_win, свойство combo_win, и здесь пишем .bind, то есть обработчик событий. И что мы здесь с вами запишем? Обратите внимание, здесь обработчик событий был bind класс, то есть события класса ТК, наведение или убирание мыши с нашего приложения. Здесь мы записываем просто обработчик событий bind. И здесь записываем, здесь уже никакой класс писать не нужно, здесь нужно записать, какое событие конкретно мы обрабатываем. А в данном случае это у нас будет выбор комбо-бокса, какого-либо пункта. Здесь нужны двойные угловые скобки, и здесь записываем combo_box selected. Так, combo_box selected. То есть при выборе какого-то из пунктов мы будем запускать с вами метод. Метод, давайте дадим ему имя self.choiceCombo. Мы его с вами еще не определили, давайте это сделаем. Перемещаемся, где у нас тут в классе есть свободное пространство. Давайте под этими методами определяем этот метод def choiceCombo self двоеточие. И теперь что нам необходимо здесь прописать? Во-первых, после выбора этого метода у нас окошко сворачивается. Соответственно, нам его нужно перевести опять в отображаемый режим. Но перед этим здесь необходимо устроить проверку, так как этот метод будет срабатывать при выборе любого из трех пунктов в нашем комбо-боксе. Поэтому мы здесь пишем if self.identificator combo_win current, вызываем, какой там сейчас будет выбор в данный момент. Если он равен индексу 2, то есть по третьему пункту, вот он, этот наш список из трех элементов. Соответственно, min это у нас индекс 2. И если там выбрано перевод в минимальный режим работы, только тогда мы будем исполнять дальнейший код из этого метода. Итак, здесь для начала self. Запустим вот этот метод enter mouse, как будто мы навели эту мышь, чтобы окошко опять отображалось. Так, где она тут? Enter mouse есть. И здесь у нас есть параметр event. Что-нибудь нужно, что туда попало, поэтому мы здесь просто пустую строку с вами запишем. Далее. Так как мы сейчас будем очищать наше окно от виджетов, соответственно, и вот эти все привязки нужно убрать. То есть обработчик событий bind, и этот нужно будет, скажем так, отвязать. Соответственно, мы с вами здесь записываем. Отвязываем оба события при наведении на класс ТК. То есть пишем в данном случае self, не bind, а unbind. Так, unbind класс. Здесь в скобках записываем ТК. И здесь уже будет разное. То есть в данном случае мы с вами отвязываем события при наведении мыши. Здесь записываем еще одну строку в угловых скобках Enter. То есть событие наведения. И здесь записываем событие покидания мыши нашего окна. Так, как оно там записывается? Есть. Следующее, что мы с вами сделаем, это отвяжем событие комбо-бокса. То есть то же самое записываем с вами self. Уже здесь в данном случае через идентификатор
combowin.unbind. Так, unbind. И здесь записываем, какое конкретно событие. Combo box selected. Так, combo box selected. Есть. Дальше. Следующее, что нужно сделать перед удалением всех виджетов нашего окна, это у нас здесь запущен циклический процесс, то есть постоянное обновление вот этого метода, который у нас с вами постоянно конфигурирует виджеты, то есть заполняет прогресс-бары и отображение в лейблах. Он у нас запущен, вот этот циклический self-after, через идентификатор will. Соответственно, нам перед удалением виджетов необходимо вот эту цикличность оборвать. Соответственно, мы здесь с вами и записываем следующую строку. self.after_cancel. Так, вот он. То есть здесь у нас записан after, соответственно, противовес ему after cancel. И здесь записываем идентификатор. self.will. Имя идентификатора перемены, за которой он закреплен. Есть. И теперь нам необходимо после этого удалить виджеты. Давайте для начала посмотрим, что у нас там сейчас получается. Запускаем этот код. Итак, попробуем. Так, забыл записать параметр event для вот этого метода, так как он срабатывает после наведения, после обработчика событий. Так, давайте здесь запишем event и пробуем опять. Что у нас там сейчас получится? Min выбрали. Итак, у нас с вами отвязались события и мы прекратили работу циклического self-after. Есть. У нас ничего не обновляется. Теперь мы можем свободно очистить все эти виджеты. Что для этого нам потребуется? Для начала нам необходимо создать еще один метод. Я думаю, что давайте запишем его в этом модуле. Там, где у нас класс configure widgets, от которого мы унаследуемся. Итак, давайте здесь запишем dev. Назовем его clearwin. То есть очищение окна. Здесь у нас, как обычно, self. Так, и теперь что мы будем делать? Нам здесь необходим цикл for и in. И здесь через self точка нам необходим следующий атрибут. winFo children. Так, winFo children. То есть это он у нас возвращает список виджетов, размещенных на главном окне. Так как это список, мы итерируем его фором в переменную и здесь вписываем просто i.destroy. Тем самым мы с вами все виджеты, которые есть на окне, убираем. И теперь, так, все ли правильно? Да. И теперь, так как мы наследуемся, мы без проблем вызываем здесь с вами этот метод. self.clearwin. Есть. Давайте-ка проверим. Запускаем. Так, переходим в минимальный режим. Есть. Так, все, наши виджеты очищены. Отлично. Теперь следующее, что нам нужно. И сейчас мы с вами создадим еще один метод, который будет заполнять новыми виджетами маленькое окно. Для начала нам необходимо сделать self-update, то есть обновить это окно. И здесь же, в этом же самом методе, через комбо, мы с вами запускаем метод, который у нас будет прорисовывать новые виджеты. Мы его еще не определили, но давайте здесь сразу запишем его имя, дадим ему так self-make. Как бы вы его так назвать? Make minimal win пусть будет. Так. Minimal win. Есть. Мы его здесь сразу запускаем. Minimal win. Есть. Давайте его где-нибудь вот здесь вот определим. Так. Определяем этот метод. Так, make minimal win. Есть self двоеточие. И здесь. И в этом новом методе, который у нас строит малое окно, мы с вами записываем через новый идентификатор bar1 прогресс-бар для загрузки процессора, следующий RAM-бар, прогресс-бар для загрузки оперативной памяти. И здесь создаем две кнопки. Одна кнопка full, то есть будет переводить наше приложение в полный режим. Кстати, здесь упаковываем ее TK-Right, то есть прилипание справа. И здесь еще одна кнопка Move, то есть движение, то есть чтобы мы могли переместить это малое окно. И естественно здесь записываем метод обновления self-update. Давайте запустим и проверим, что получается в данном случае. Так, нажимаем, выбираем в комбо-боксе min. И у нас получается есть. То есть мы там очистили окно и теперь заполнили его нашими новыми виджетами вот этим методом.
make minimal win. И значит, так как у нас не прописана геометрия окна, то соответственно и все окно подтянулось под размер, который у нас сейчас здесь получается. Так, закрываем это и давайте пишем дальше. Обновление для этих виджетов. Для начала нам потребуется в файле процесс, там где у нас класс CPU bar, добавить еще один метод, который будет считывать показатели не по каждому потоку на процессоре, а суммарную загрузку всего процессора. Для этого здесь определяем новый метод, дадим ему название CPU1Return. CPU1Return есть, значит здесь self двоеточие и здесь записываем вот эту же самую конструкцию, только без аргумента perCPU-true. Так, Ctrl-C, копипастом занимаемся. Здесь мы с вами вот это дело убираем. Есть. Этот метод из псутила просто возвращает суммарную загрузку процессора. И теперь переходим в наш модуль widget_update и здесь определяем еще один метод. Метод, который будет конфигурировать наши виджеты в малом окне. Так, давайте записываем его self configure minimal self. Configure minimal. Ага, self win. Здесь у нас все, поехали. Self двоеточие. И здесь записываем. У нас с вами там есть прогресс-бар, который записан в свойстве self bar1. Так. Соответственно, здесь точка configure. И здесь у нас, так как это прогресс-бар, то в параметр value мы сами конфигурируем, то есть что мы туда передаем. По иерархии self. У нас класс CPU запущен в свойстве CPU, соответственно мы так и записываем. И здесь мы выбираем, так, в общем не выбираем, а уже записываем, что он плохо авто подставляет. Self CPU1Return. Ага, нашел наконец-то, есть. Так, вызываем его здесь, соответственно. И теперь то же самое, только для прогресс-бара, который у нас отвечает за оперативную память. Self RAM-bar. Configure. И здесь у нас то же самое. Value. И в этот параметр мы сами добавляем значение из self CPU. RAM usage. Нам его новое определять не нужно, он у нас там уже есть. Так, запускаем, и отсюда нам необходимо по индексу 2. Так, точно так же, как в этом методе. Есть. И запускаем цикличное исполнение. То есть, вот, грубо говоря, вот это вот строчку мы копируем, вставляем ее сюда. И здесь уже только запускаем configure minimal win. Minimal win. Есть. Так, правильно, configure minimal win, да. Теперь необходимо этот метод запустить. Переходим в основную ветку и здесь после self update записываем вызов этого метода. Self configure minimal win. Есть. Давайте-ка проверим, как теперь все это работает. Запускаем нашу программу и переходим в минимальный режим. Так, min. Так, куча ошибок, что-то где-то не так. Так, это, кажется, я где-то записал неправильное имя. Значит, configure minimal win. Ну да, вот же. Так. Minimal win. Есть. Так. Запускаем заново. Переходим в минимальный режим. Есть все. Обновление есть. Это у нас получается загрузка суммарно всего процессора. Это оперативная память. Отлично. Теперь что нам необходимо сделать дальше? А дальше нам необходимо создать методы, которые прописать как команды для этих двух кнопок. Первое, чтобы перемещать, и еще одна, та, которая будет переводить наше приложение обратно в полноэкранный режим. Для кнопки, которая будет перемещать, у нас уже все есть. Вот он, в модуле widget_update. Вот он, configure win. То есть он возобновляет рамку и убирает ее. Соответственно, мы здесь просто прописываем дополнительно в этой кнопке command
И вызываем здесь этот метод self configure win. Так, configure win. Есть. Вызывали что-то его не надо. Так, давайте все это дело как-нибудь покрасивше сделаем. Вот так вот. Есть. Проверяем. Так, минимальный. А ну-ка. Move. Есть. Рамка появилась. Мы переместили. Move. Так, все, отлично. Теперь дальше. Кнопка Full. Перевод в полноэкранный режим. Теперь нам необходимо сделать здесь следующее. Нам необходимо создать метод, который будет запускать эта кнопка, который будет опять же очищать наше окно, событий отвязывать здесь никаких не нужно, поэтому нам необходимо сделать еще один метод. Давайте так, определим его, здесь запишем ему имя makeFullWin. С этими именами постоянно вроде бы даешь разные, но уже под конец программы начинаешь в них уже сам путаться. Так, makeFullWin есть. И здесь, во-первых, обрываем вот эту цикличность, то есть цикличное обновление наших виджетов. Соответственно, здесь self.afterCancel. Так, afterCancel есть. И здесь у нас self, у нас там цикличность на свойстве под именем will есть. Так, ага, вот так вот, will. Дальше запускаем метод, который очищает окно от виджетов. Так, self.clearWin есть. Так, запустили его. Это вот он, напоминаю. ClearWin, то есть мы циклом проходимся по self.win4children, то есть по списку из виджетов, которые закреплены за нашим окном, и каждый из них при помощи метода destroy разрушаем. Есть. Дальше мы с вами обязательно здесь self-update, то есть обновляем наше окошко. Опять же, и теперь нам необходимо сделать так, чтобы наши вот эти методы, то есть setUI, который запускает setUI и makeBars, то есть вот эти два метода запустились заново. Но обратите внимание, что здесь у нас сейчас запуск их прописан в методе init. Это нужно исправить. То есть нам здесь сейчас с вами необходимо добавить еще один небольшой метод, который будет делать следующее. То есть вот это оставляем в нашем методе init, а для этих команд определяем новый метод def, какое-нибудь имя там run setUI, self двоеточие есть. Вот эти команды мы исполняем здесь, и здесь же первоначально, когда запускается наше приложение, запускаем уже вот этот метод run setUI. Так, run setUI есть. Ага, и self перед ним. Так, есть. И теперь вот эту же самую строчечку мы сами записываем в нашем методе. Где он тут у нас? Который строит главное окно. То есть мы здесь очистили все виджеты малого окна, обновили его, и теперь здесь запускаем заново прорисовку нашего главного окна. И теперь, так, makeFullWin. Запускаем вот здесь. То есть в этой кнопке. Записываем так. Command равно self. Так, makeFullWin есть. И это то же самое здесь подвинем. Вот так. Давайте-ка проверим, как теперь все работает. Переходим в малый режим. Есть. Кнопка Move работает. И теперь проверяем. Нажимаем на кнопку Full. Все, наше приложение возобновилось. Exit. И нам еще необходимо добавить здесь несколько строк кода. Значит, если наше приложение было в полноэкранном режиме, но состояние, которое его сворачивает, если мышь не наведена, если пользователь в этот момент нажал сделать малое окно, и потом обратно переходит в полноэкранный режим, чтобы оно отображалось опять полностью, не скрываясь. Здесь необходимо добавить еще следующее. self.enterMouse. Как будто мы навели мышь, напоминаю, сюда необходимо пустую строку передать, так как там есть параметр event.
И здесь еще добавить self.combowin_current. combowin. Единица, чтобы там было автоматически выбрано не скрывать. Есть. Теперь запускаем наше приложение. Так, все работает. А ну давайте-ка его полностью проверим. Так, шевелится, обратно убрали. Значит, переведем его в минимальный режим работы. Есть. Опять переместим куда-нибудь вот сюда. Так, есть. Переходим в полноэкранный режим. Минимально. Так, и давайте-ка проверим, как он скрывается и появляется опять. Замечательно. Весь этот код можно скачать по ссылке в описании с GitHub. Сейчас покажу, как это сделать. И обратите внимание, здесь у нас есть еще вот такая кнопочка, которая в данный момент ничего не делает. Если будет достаточное количество голосов в комментариях, сделаем что-нибудь интересное для этой кнопки. Итак, как же скачать с GitHub наше приложение? Перейдя по ссылке в описании, вы попадете на вот эту страничку GitHub, где код этой программы. Здесь нажимаете на вкладку «Код», «Download zip». Сохраняете этот zip-архив на рабочий стол, например. Так, все, есть, он скачался, вот он. И распаковываете его в эту же текущую папку. И здесь будет файлы этой программы. Вот они. Этот основной файл CPURAM Usage Monitor Bar. Он является основным, то есть вы его запускаете, и это приложение работает. До следующих видео, если понравилось, подписывайтесь на канал, пишите отзывы в комментариях. Может быть, есть какие-то темы, которые было бы интересно рассмотреть. До следующих видео. Пока.